Всем привет из морозного, зимнего, снежного Харькова. Город продолжает жить, несмотря на тревожную обстановку. Харьковчане идут по своим делам, ну и мы тоже сегодня немного прогуляемся по улицам Харькова. Посмотрим, как живет город, что происходит и какие новости. А в Харькове не проходит ни дня без воздушных тревог. За сутки сирена звучит по несколько раз, что у харьковчан к ней выработался даже некий иммунитет. Например, только за одну ночь может быть 4-5 воздушных тревог. А бывает, что тревога, потом сразу отбой и снова тревога. Конечно, не обходится и без прилетов. Особенно последних несколько дней. И вот в Харьковской области работают над тем, чтобы сделать сигнал воздушной тревоги более точным и чтобы сигнал включался в случае соответствующей угрозы. Как сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, Министерство обороны и Генштаб сейчас работают над этим, чтобы не включать, условно говоря, всю территорию Харьковской области. Например, когда если что-то взлетит или еще что-то. Однако объективных причин о пуске ракет нет и еще будет достаточно времени, чтобы снова среагировать и дать людям время пройти в укрытие. По мнению Синегубова, такое решение позволит бизнесу меньше прерывать работу во время тревог. Мы работаем над тем, чтобы сирены воздушной тревоги были более, скажем так, точными и соответствовали реальным угрозам, которые, к сожалению, будут доступны жителям Харьковской области. Это позволит в том числе восстановить ряд бизнесов, которые имеют, скажем так, иностранного собственника, потому что с ними довольно тяжело работать. Тем временем в Харькове продолжаются работы по строительству первой настоящей подземной школы в Украине. В индустриальном районе Харькова строится подземное учебное заведение за счет городского бюджета. Расчетная стоимость 56-58 миллионов долларов. Открытие запланировано весной. Следующую подземную школу город планирует построить в центральной части Харькова. Кстати, такая интересная информация. В Харькове в 2023 году детям давали в том числе редко используемые имена. Об этом сообщает Восточное межрегиональное управление Минюста. Среди необычных названий в Харьковской области Божена, Евангелина, Тереза, Зарян, Иоанн, Леон и Марьян. На станции метро Пушкинская в Харькове демонтировали барельеф Пушкина. И на выходе из метро станции Пушкинская демонтировали последний образ Пушкина. Я думаю, что ни у кого нет сомнений, что станцию метро и улицу в Харькове со временем тоже переименуют. Насколько органично будет выглядеть станция, покажет время. Ведь станция Пушкинская была, так сказать, заточена именно под русского поэта. А еще для города Красноград в Харьковской области выбирали новое название. Предлагалось 3 варианта – Берестин, Берестополь и Славноград. Сначала остановились на первых 2 названиях, но затем в городе прошли общественные слушания по переименованию. Из 20 тысяч жителей на них пришли 183 человека, рассказала городской голова Светлана Кривенко. По ее словам, наибольшее количество голосов набрало название Славноград. Переименование Краснограда инициировал Украинский институт национальной памяти. Городские власти сообщили, что название города не связано с советскими символами, а красный следовало трактовать как «красивый». В Институте памяти с этим не согласились и опубликовали заключение о принадлежности названия Красноград к
к символике русской имперской политики. К слову, ранее сообщалось, что в Харьковской области могут переименовать еще почти 2000 улиц. В Харьковской области в переименовании нуждаются 1793 улицы. По словам активистов, это является одним из самых высоких показателей в областях Украины. Харьковщина на третьем месте среди областей Украины по количеству улиц, нуждающихся в переименовании. А еще в Харькове трамвай 12-го маршрута возобновил работу после почти двухлетней паузы. Начинается его движение через центральный рынок Госпром до Кольцевой в районе Центрального парка. Таким образом, харьковчане без пересадок могут добраться с вокзала до центра. Маршрут начал работать 31 декабря прошлого года. Его работу удалось возобновить после того, как сделали участок по улице Мироносецкой. На нем работает 5 единиц трамваев с интервалом движения примерно 12-14 минут по будням и немного больше по выходным. Кроме 12-го маршрута, в первом полугодии 2024 года в Харькове планируют возобновить движение трамваев по проспекту Тракторостроителей от Салтовского шоссе до Героев Труда. Давайте немного прогуляемся по улицам Харькова. Ну и, друзья, посмотрите, какие есть прекрасные дворы в городе Харькове.
так в Харькове чистят тротуары вот такими аппаратами интересными. Ну и заход солнца в Незламному. Как всегда, красота, несмотря ни на что. Спасибо всем за внимание. До новых встреч на канале.